Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать вот такой топ спицами. Вяжется он очень просто. Я желаю всем приятного просмотра. Этот топ я вязала на обхват груди 85 сантиметров, а расчет я оставлю в описании, чтобы вы могли под свой обхват груди и под свою плотность вязания рассчитать, какое количество петель вам набрать. Поэтому расчет я оставлю в описании. Ну что ж, давайте приступать. Сегодня буду использовать пряжу Gazal Viking. Здесь на 100 грамм 100 метров и в составе 70% акрила и 30% шерсти. Буду использовать спицы круговые номер 7, а также номер 8. 7 на резинку и 8 на лицевую гладь. Берем пряжу и оставляем достаточно длинный кончик для того, чтобы нам хватило для набора петель. И теперь располагаю нить вот таким образом. Набираю петли на одну спицу классическим способом. Вы можете набирать, который вам больше нравится. Заводим спицу. И набрали таким образом 2 петли. Набрали 3-ю петлю. И теперь смотрим, чтобы у нас вот эта косичка нигде не перекручивалась. Теперь нам нужно соединить вязание в круг. Для этого я беру правую спицу и завожу в первую набранную петлю. Теперь последнюю петлю набрасываю на первую. Далее вытягиваю левую спицу и отпускаю петлю. Теперь все подтягиваю и вот эту петельку переношу обратно на левую спицу. Далее ставим маркер начала ряда и теперь начинаем вязать резинку 1 на 1, чередуем лицевую и изнаночную петлю. Начинаем с лицевой, лицевая, переводим нить вперед и провязываем изнаночную. Далее опять лицевая. Вяжу все за переднюю стенку. Изнаночная. И так продолжаем до конца ряда. Завершили первый ряд. Переносим маркер и приступаем ко второму. Здесь вяжем точно так же. Лицевую и изнаночную петлю. Здесь уже по рисунку, то есть над лицевой провязываем лицевую, над изнаночной провязываем изнаночную. И так нам нужно провязывать 5 рядов. Мы сейчас находимся на втором. Увидимся, когда будет готово 5 рядов. Провязали 5 рядов резинки и теперь меняем спицы на номер 8. У меня здесь съемные спицы, поэтому я их просто перекручу. Если у вас не такие, тогда начинаем вязать новыми спицами. То есть просто начинаем вязать новыми спицами. Теперь приступаем к вязанию лицевой глади. Для этого мы все петли провязываем лицевыми. Первая, вторая, третья. И таким образом я буду провязывать 26 рядов лицевой глади. То есть у нас всего получится 31 ряд. 5 из них это резинка и 26 лицевая гладь. Здесь никаких убавок, ничего у нас не будет. Просто вверх вяжем лицевую гладь 26 рядов. Все, теперь меняем спицы с номер 8 на номер 7. И теперь опять начинаем вязать резинку 1 на 1. Также 5 рядов, как мы делали в самом начале. Здесь все просто, поэтому продолжаем самостоятельно. Вяжем 5 рядов резинки и после этого увидимся.
Провязали 5 рядов резинки, и теперь нам нужно будет закрыть петли и приступить к вязанию бретелей. Для этого в самом начале я здесь поставила маркер первой петли. Мы провязываем для бретели 5 петель. То есть здесь пока не закрываем, просто провязываем 5 петель. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая. Ширину бретели можно самостоятельно регулировать, то есть провязать побольше петель или поменьше. Далее мы приступаем к закрытию петель. Нам нужно будет с вами закрыть 20. Для этого сначала провязываем 2 петли по рисунку, то есть изнаночную, далее лицевую. И теперь вот эту предыдущую петлю изнаночную, которую мы с вами провязали, нам нужно набросить на лицевую петлю. То есть вот таким образом подхватываю и набрасываю. Закрыли первую петлю. Далее по рисунку провязываю изнаночную. Провязали. И теперь предыдущую петлю набрасываю. Вот таким образом. То есть закрыли уже 2 петли. Далее провязываю лицевую. Предыдущую набрасываю. Закрыли 3 петли. И таким образом нам нужно закрыть сейчас 20 петель. Четвертая. Закрыли 20 петель, и у нас здесь получается вот изнаночная петля, и дальше идет лицевая. Так как у нас вот эта бретель первая начинается с лицевой петли, поэтому мы для симметрии закрываем еще одну петлю. То есть провязываю вот эту лицевую и предыдущую петлю набрасываю. Теперь у нас таким образом вот здесь сейчас будет еще одна бретель, и начинаться она будет с лицевой петли. То есть первая у нас здесь уже есть петля лицевая, дальше провязываем еще 4 петли, вторая, третья, четвертая и пятая. То есть смотрите, у нас здесь получается вот здесь бретель, дальше закрыта 21 петля, и здесь опять бретель из 5 петель. Дальше мы уже закрываем все петли до конца. Вот здесь у меня стоит маркер, то есть до вот этого момента закрываем все петли до бретеля. Для этого опять провязываю 2 петли изнаночную, лицевую и предыдущую петлю набрасываю. И вот дошли до конца. Здесь у нас маркер первой петли. И для того, чтобы закрыть вот эту последнюю петлю, нам нужно вот эту лицевую провязать и предыдущую петлю набросить. И теперь приступаем к вязанию бретели. Петли от второй бретели я перенесла на маркер. Если они вам не мешают, то можно оставить на спицах. Теперь первая петля у нас как бы с вами уже провязана, потому что мы закрывали петли. Далее провязываю по рисунку. Далее у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная. И в конце вот эту петлю, у нас здесь идет лицевая, я ее так и провязываю лицевой. Сейчас мы будем чередовать каждый раз 2 ряда. Теперь поворачиваем вязание и вяжем с изнаночной стороны. Нить рабочая у нас должна проходить спереди. Первую петлю снимаем как кромочную. Далее провязываем по рисунку лицевую, изнаночную, лицевую и в конце изнаночную. Теперь поворачиваем вязание на лицевую сторону. Первую петлю снимаем, далее провязываем изнаночную, лицевую, изнаночную и в самом конце провязываем вот эту петлю также лицевой.
И у нас здесь будет получаться лицевая такая косичка. Теперь поворачиваем вязание опять на изнаночную сторону и повторяем изнаночный ряд. Первую снимаем, далее провязываем лицевую, так как она у нас здесь по рисунку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. То есть первую петлю ряда мы всегда снимаем, что на лицевой, что на изнаночной стороне, а последнюю петлю ряда провязываем. Теперь вяжем бретель на нужную длину. Здесь можно примерить и посмотреть, какая длина вас устраивает. Одну бретель провязала, у меня получилось 52 ряда, что равняется 35 сантиметрам. Теперь вот эти петли закрываем. Для этого первую петлю мы сначала снимаем, далее по рисунку провязываем изнаночную и предыдущую петлю набрасываем. Теперь провязываем лицевую, предыдущую набрасываем. И так закрываем все петли. Далее нить вытягиваем. При этом у нас ниточка должна немного остаться, чтобы мы смогли пришить бретель. То есть оставляем около 30 сантиметров. Теперь приступаем к вязанию второй бретели. Здесь мы берем ниточку, подкладываем и начинаем вязать новой нитью. Первую петлю провязываем лицевой и дальше вяжем по рисунку. Здесь также последнюю провязываем, а при повороте первую снимаем. Провязали 2 бретели и теперь осталось их пришить с другой стороны. Для этого я от бретели отступаю 15 петель. Вот первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая, двенадцатая, тринадцатая, четырнадцатая, пятнадцатая. И начиная вот с этой лицевой, сейчас мы сюда будем пришивать бретель. Смотрим, чтобы она у нас нигде не перекрутилась. И теперь начинаем пришивать. Далее нить закрепляем на изнаночной стороне. После чего нить можно будет обрезать. Теперь пришиваем вторую бретель. Также от края отступаем 15 петель. Но здесь у нас нить находится с другой стороны, поэтому мы сначала отступаем 15 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15. Далее отступаем еще 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда мы вводим иголку, так как нить у нас находится с другой стороны. И мы вот так сейчас бретель будем пришивать. То есть мы с вами начинали пришивать с левой бретели, сейчас мы пришиваем правую бретель. И на изнаночной стороне также закрепляем нить. Делаем сначала узелок.
И далее нить прячем. С нитью от начала вязания делаем то же самое. Вот здесь у нас нить от бретели, и ее мы прячем абсолютно так же. И вот так у нас с вами получается. Вот так выглядит у нас перед. Здесь у нас расстояние между бретелями побольше. На спинке это расстояние чуть поменьше, чтобы бретели не спадали. Ну а на этом сегодня все. Если ролик вам понравился, то не забудьте поддержать его лайком и комментарием. Скоро еще много всего интересного. Всем пока!